Вход в старый город предваряет Дворцовая замковая площадь, главная городская площадь польской столицы. Средневековая треугольная площадь расположена между центром старого города и Королевским дворцом. Первоначально, с южной стороны, откуда мы вошли на нее, площадь была ограничена крепостной стеной и краковскими воротами. Площадь развивалась с начала XIV столетия и достигла своей славы в начале XVII века, когда Варшава стала столицей польского государства. В 1644 году король Владислав IV возвел колонну на площади в честь своего отца Сигизмунда III, перенесшего столицу из Кракова в Варшаву. Замковая площадь приобрела свой нынешний облик в 1818-21 годах, когда для расширения пространства были снесены несколько старых домов на восточной стороне площади, часть средневековой городской стены и краковские ворота. Однако при этом начинающаяся здесь широкая улица в южном направлении сохранила свое название Краковское предместье. Она ведет к загородной резиденции короля Яна III Собесского, Виленувскому дворцу. В 1907 году по Замковой площади был пущен первый электрический трамвай. До разрушения Варшавы в 1944 году Замковая площадь являлась одной из наиболее оживленных площадей столицы, сосредоточением городской жизни. Здесь происходили все основные события. Площадь сильно пострадала в ходе антигитлеровского восстания осенью 1944 года. Все ее строения были разрушены. От площади вниз в сторону реки Вислы вела крутая улица, которая затем направлялась через эстакаду к мосту и далее к Варшавскому району Прага на правом берегу Вислы. Эстакада и мост также были взорваны уходящими немецкими войсками. После войны площадь была реконструирована. Вместо того, чтобы попытаться восстановить довоенное состояние площади и ее окрестностей, варшавские градостроители приняли смелое решение. Перенесли городской транспорт в тоннель под площадью, снесли остатки эстакады и построили на столетних опорах старого моста новый широкий мост. На перекрытии тоннеля архитекторы тщательно восстановили жилые дома эпохи барокко. 22 июля 1949 года пересекающая весь город трасса Восток-Запад была торжественно открыта. Транспорт двигался снизу, а площадь стала пешеходной зоной. Трамвайные остановки у выхода тоннеля были связаны с площадью эскалаторами советского производства. 4 годами позже было завершено восстановление Варшавского старого города. Восстановление Королевского замка продлилось до 1988 года. Тогда варшавяне увидели Замковую площадь в ее нынешнем состоянии.